В одной из тихих российских деревень произошло удивительное событие. Пожилая женщина, всю жизнь проработавшая на ферме, столкнулась с необычным домашним питомцем, который изменил жизнь всей деревни. Как же так вышло, что случайная встреча переросла в крепкую дружбу? Как дикое животное стало защитником человека? И какие уроки мы можем извлечь из этой удивительной истории? Этот случай заставляет нас переосмыслить наши отношения с природой и стирает границы между человеком и животным миром. Иногда судьба преподносит нам неожиданные подарки. Анна всю жизнь проработала дояркой на местной ферме и заслужила уважение односельчан своим неустанным трудом и добрым сердцем. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со зрением, она продолжала жить одна в своем маленьком уютном домике на окраине деревни. 3 года назад Анна получила неожиданный сюрприз. К ней пришел местный охотник, известный своей хитростью и нечестностью. В руках у него был маленький пушистый комочек, жалобно мяукающий. «Анна, я знаю, как ты мечтала о котенке», — сказал охотник с легкой заботой. В голосе охотника прозвучало: «Я привез вам самое лучшее. Он особенный, редкой породы, поэтому стоит немного дороже». Пожилая женщина, которая всегда проявляла заботу о животных, не смогла устоять перед предложением взять маленького зверька. Она отдала охотнику все свои сбережения и приняла маленькое создание в свои объятия, не подозревая, что это только начало их истории. Однажды, вернувшись домой после работы, Анна обнаружила у себя маленького пушистого котенка. Однако, приглядевшись, она с ужасом осознала, что это не обычный котенок, а детеныш рыси, чья мать, к сожалению, была убита браконьерами. Так начался удивительный союз между человеком и диким животным. Анна, не зная истинной природы своего нового питомца, окружила его заботой и любовью. Она назвала его Мик и с нетерпением ждала каждого дня, чтобы провести время со своим любимцем. Время шло, и Мик рос очень быстро. Соседи были удивлены, но Анна, у которой ухудшалось зрение, не замечала ничего необычного. Она была счастлива, что у нее появился верный друг, который скрашивает ее дни. Только спустя месяц, когда однажды к Анне пришла внучка Мария. Увидев Мика, она сразу поняла, что перед ней не обычный кот, а рысь. Ее удивление было неописуемым, и она воскликнула: «Ты знаешь, кого приютила?» К тому времени Анна уже очень привязалась к Мику и не хотела отпускать его обратно в лес. «Это моя территория», — решительно заявила она, — «и я не собираюсь его оставлять». Мария, понимая, что рыси не могут выжить в дикой природе, согласилась с ней. Мария помогла бабушке обустроить дом так, чтобы рысь чувствовала себя комфортно. Она также научила Анну правильно ухаживать за необычным питомцем. С тех пор Анна и Мик стали еще ближе друг к другу. Мик, выращенный в любви и заботе, был очень нежным и ласковым со своей хозяйкой, которую он никогда не забывал. Рысь не проявляла агрессии, позволяя Ане гладить себя, и даже спала у ее ног. Мария часто посещала их, ей нравилось гулять с Миком по лесу, где рысь чувствовала себя как дома. Мик всегда возвращался домой, словно понимая, что там его ждет настоящая семья. Ручные лисы, поражающие своим спокойным нравом, стали местной достопримечательностью, символизирующей то, как любовь и забота могут преобразить даже дикую природу. Их игривые мордочки и мягкая шерсть привлекали внимание не только туристов, но и самих жителей, напоминая о том, что рядом с нами живут удивительные существа, способные на привязанность и доверие. Но эта идиллия не всегда была безоблачной. Деревня, расположенная на краю живописного леса, жила размеренной жизнью, пока не произошло событие, навсегда изменившее ее историю. В тот роковой июньский день, когда солнце клонилось к закату, в деревню приехала группа молодых людей на тонированных джипах. Их шумное и агрессивное поведение, словно резкий диссонанс, нарушило привычный уклад жизни местных жителей. Громкая музыка, ревущая из автомобильных колонок, алкоголь, распиваемый прямо на улицах, и грубые, непристойные выходки, эхом разносившиеся по тихим улочкам. Молодые люди вели себя как хозяева положения, ни с кем не считаясь.
Их вызывающее поведение возмущало окружающих, но никто не решался открыто противостоять им. Старики прятались за закрытыми ставнями, женщины старались поскорее увести детей домой, а мужчины лишь сжимали кулаки, сдерживая гнев. Напряжение в воздухе нарастало, как перед грозой. Ситуация накалилась до предела, когда на улице появилась Мария. Ее юная красота, свежая, как утренняя роза, сразу привлекла внимание молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Их грубые слова, непристойные шутки и настойчивые действия, наполненные пренебрежением и пошлостью, вызвали у девушки чувство отвращения и страха. Она попыталась пройти мимо, но подвыпившие парни не давали ей прохода, окружая ее и насмехаясь над ее попытками вырваться. В глазах Марии застыл ужас, а сердце бешено колотилось в груди. Один из молодых людей, самый наглый и развязный, схватил Марию за руку и попытался насильно посадить ее в машину, выкрикивая пошлые фразы и хохоча. Девушка отчаянно сопротивлялась, но силы были неравны. В этот момент, когда казалось, что худшее неизбежно, произошло нечто неожиданное. Из ближайших кустов, словно тень, выскочил Мик. Его внушительные размеры, мощные лапы, которые с легкостью перемалывали землю, и острые когти, выпущенные в знак предупреждения, привели молодых людей в ужас. Его горящие яростью, словно два изумруда, глаза были устремлены на обидчиков Марии. Рысь с рычанием, похожим на гром, набросилась на них, нанося удары лапами, от которых они отскочили и повалились на землю. Испугавшись не на шутку, молодые люди с криками и ругательствами побежали к своей машине, на бегу выкрикивая оскорбления и угрозы, но в их голосах уже не было прежней уверенности. Запрыгнув в машины, они умчались прочь, визжа шинами, оставив после себя лишь пыль и чувство страха. Когда опасность миновала, Мик, переведя дух, вернулся к Марии, которая, дрожа, но уже со слезами радости на глазах, обняла своего спасителя, прижавшись к его теплой шерсти. Она чувствовала себя в безопасности, под защитой. В окрестностях деревни он стал настоящим героем, примером храбрости и преданности. Его преданность и смелость вызывали восхищение даже у тех, кто раньше с опаской относился к диким животным, видя в них лишь угрозу. Люди начали понимать, что животные, как и люди, могут чувствовать и испытывать любовь, и что дикая природа тоже способна на благородство. Мария испытала глубокое чувство радости и гордости. Она осознала, что ее решение сохранить маленького друга, спасенного от лесного пожара много лет назад, было правильным. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась семья, девочка поступила по велению сердца, решив приютить осиротевшего тигренка. Благодаря ее доброте, терпению и заботе тигр вырос в настоящего защитника, способного на верность, готового прийти на помощь в любую минуту и отчаянно защищающего тех, кого он любил. Эта история стала настоящим уроком для всех, показав, что доброта и любовь способны преодолеть любые преграды, даже самые непреодолимые. Она заставила задуматься о том, что даже самые дикие и непредсказуемые существа могут быть верными друзьями, если относиться к ним с пониманием и уважением. С тех пор прошло много лет. Но история о том, как прирученный тигр по имени Мик спас девочку от хулиганов, до сих пор передается из уст в уста как легенда, напоминая нам о том, что доброта и преданность не имеют границ и способны творить чудеса. Эта история стала символом гармонии между природой и цивилизацией, наглядным примером того, как могут взаимодействовать два мира, казалось бы, такие разные, но на самом деле неразрывно связанные. Природа и цивилизация неразрывно связаны. И это заставляет нас задуматься о том, что каждое доброе дело, каждый акт милосердия и заботы могут иметь далеко идущие, часто неожиданные последствия. Даже неожиданная дружба, возникшая, казалось бы, вопреки всем законам природы, может стать самым крепким и верным союзом, способным изменить жизнь и судьбу целой деревни.